Александр Васильевич Петраков уже давно огласил список футболистов, приглашенных на матчи с Латвией и Северной Македонией. Отдельный выпуск о спортивной форме каждого футболиста из этого списка и о наших шансах на победу есть на моем канале. В этом же выпуске я бы хотел обсудить тех футболистов, которые, на мой взгляд, заслуживали вызова, но по какой-то причине тренерский штаб обошел их вниманием. Дабы избежать ненужной полемики, отмечу в начале, что я очень доволен работой тренерского штаба во главе с Александром Петраковым, и данное видео является не критикой в их адрес, а попыткой обсудить еще одну актуальную тему касаемо нашей национальной команды. Ну а прежде чем приступить, настойчиво призываю всех подписаться на меня, кто еще не сделал этого, поставить лайк и оставить комментарий под видео, тогда YouTube покажет его большему количеству зрителей. Именно так мы можем создать свою уникальную болельческую среду, а также популяризировать армянский футбол. Итак, несмотря на не самый большой выбор достойных футболистов в нашем футболе, тем не менее есть интересные футболисты, которых можно было бы позвать на матчи против Латвии и Северной Македонии. Самый очевидный кандидат – это, конечно, Хурем Байрамян. Он один из основных футболистов в Ростове и является универсалом, способным сыграть как в полузащите, так и в защите и на левом фланге атаки. Да, вполне допускаю, что он не заслуживает места в старте, но как минимум для роли запасного он годится. Из-за постоянных невызовов Байрамяна в армянской футбольной среде устойчиво сложилось мнение, что у футболиста есть конфликт с Петраковым. При этом никто из них эти слухи не подтверждает. Поэтому хотелось бы, чтобы наши журналисты наконец начали задавать действительно интересные вопросы на пресс-конференциях и узнали, в чем причина невызова Байрамяна. Напомню, что 31-летний Хорик никогда в своей долгой карьере не отличался конфликтностью. Также не совсем понятно, почему не получил вызов Давид Давидян, хорошо выступающий за Пюник. Напомню, что в Латвию и Македонию полетят всего 23 футболиста, в то время как заявка позволяла вызвать еще нескольких футболистов. Многие европейские сборные вызвали 26-27 футболистов. С учетом того, что матч Северной Македонии у нас товарищеский, можно было бы того же Давидяна проверить в схеме 4-3-3, о котором так много говорил сам Петраков. В этой схеме можно было бы Дойчана поставить в паре с Иву в центре полузащиты, дать Спиртяну свободу в атаке, а на место правого защитника поставить Давидяна. Или можно на эту позицию позвать 33-летнего Гованеса Амбарцумяна. Опытный защитник ныне защищает цвета НОА, одного из самых амбициозных клубов нашего чемпионата. Важно понимать, я не призываю этих футболистов теперь всегда вызывать национальную команду, но товарищеская встреча с македонцами – отличная возможность проверить разные тактики с разными футболистами. Еще одним интересным кандидатом видится Артур Галоян из Балтики. Да, будучи атакующим полузащитником, у него не лучшая статистика в Премьер-лиге России. 1 голевая передача в 11 матчах, а в Кубке России у него 1 гол в 5 матчах. Но опять же, футболист как минимум заслуживает шанса проявить себя в товарищеской игре. Болельщикам особенно симпатичен этот футболист тем, что он неоднократно четко высказывался о своем желании выступать именно за Армению, при том, что вызовы в молодежную сборную России он получал. За Балтику он, кстати, вполне неплохо выступает, всегда активен и обостряет атаку своей команды. Несколько раз в этом сезоне попадал в штангу. Зачастую отсутствие голов в чемпионате России – это скорее не везение, чем отсутствие мастерства. В любом случае, мое личное мнение, что какого-то количества времени в товарищеской игре за Армению Галоян точно заслужил. Тем более, что перед глазами пример Тикнезяна, когда вызов в национальную сборную очень положительно влияет на рост футболиста. Есть, кстати, в той же Балтике и другой армянин, 21-летний Тигран Аванесян, выступающий на такой проблемной позиции для нас, как опорный полузащитник. На его счету в этом сезоне 3 матча в Премьер-лиге и 5 матчей в Кубке. Вот в его случае, я думаю, пока рановато в главную сборную, но на карандаше держать, конечно, надо. Ну и напоследок хотелось бы коснуться нападения. Напомню, что в заявке на матчи с Латвией и Северной Македонией у нас только 2 номинальных нападающих – Ранус и Баликян. Адамяна по вполне понятной причине не стали вызывать, футболист перестал попадать в состав Кёльна, а до этого ни разу не оправдал доверие тренерского штаба в официальных матчах. С учетом дефицита нападающих, почему бы не вызвать перспективного Жерера Шахуяна из софийского ЦСКА? Да, в последний месяц он больше выходит на замену в своем клубе, чем в старте, хотя с начала сезона за ним уже 5 матчей в основе и только 3 выхода на замены. Но напомню, что тот же Баликян вообще всего 20 минут сыграл за Бока Хуниорс в сентябре, а Ранус и вовсе переведен в молодежную команду Боруссии из Мюнхен-Гладбаха. Объяснение, что Шахуян не чисто нападающий, тоже не жизнеспособен, поскольку, напомню тем, кто забыл, в своих клубах Ранус и Баликян тоже выступают не в роли центрального нападающего.
Как минимум для глубины состава Жидаря Шавояна можно было бы вызвать на октябрьские матчи. Возможно, я кого-то забыл упомянуть в этом списке, кого можно было бы проверить в деле с учетом товарищеской игры с македонцами. Напишите в комментариях, кого бы вы вызвали на эти матчи. А я хотел бы еще раз напомнить, что данное видео не является критикой в адрес тренерского штаба. Это всего лишь субъективное болельческое мнение. Чем больше мы будем обсуждать новости, связанные с армянским футболом, тем больше интерес будет в нашем обществе и тем популярнее наш футбол станет. Вы тоже можете помочь в этом деле, оставив свои лайки и комментарии под этим видео. До новых встреч!